Это будет очень простой, очень вкусный и немного необычный пирог. Для пирога беру 2 яйца. Для вашего удобства все ингредиенты буду называть не только в граммах, но в ложках и стаканах. Так, к яйцам я кладу 4 столовых ложки сахара, это 60 граммов. И 1 чайную ложку ванильного сахара, чтобы придать особый аромат пирогу. Для правильной текстуры и баланса вкуса ¼ чайной ложки соли. Теперь все перемешаем при помощи миксера или просто венчика, как у меня. Главное, чтобы соль и сахар растворились в яйцах. Дальше в яичную массу добавлю полстакана кефира или йогурта комнатной температуры. Это 100 мл. А также 4 столовых ложки растительного масла без запаха. И снова перемешаю. Добавим 250 граммов муки. Если отмерять в стаканах, это 2 стакана по 200 мл. К муке добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Чтобы пирог получился пышнее, муку просею через сито. Ну и, конечно, перемешаем. У нас получается такое вот довольно густое тесто, но гуще, чем сметана, гладкое и шелковистое. Тесто пока убираю в сторонку. Пирог у меня будет яблочный, хотя можно взять и другие фрукты. С яблок, естественно, удаляем хвостики, косточки. По желанию также можно удалить и кожицу. И нарежем так, как вам больше нравится. Кубиками или дольками, это не принципиально. Я нарезала такими вот кубиками. Яблоки высыпаем в тесто. И сразу перемешаем. Принцип такой: много яблок и мало теста. Следующий этап не обязателен, но я хочу придать пирогу изюминку. Для этого беру большую горсть 50 граммов орехов. У меня это грецкие орехи. И очень хорошо их измельчаю при помощи ножа. При всей простоте рецепта пирог получится очень богатый на вкус. Дальше к измельченным орехам я добавлю примерно 1 столовую ложку меда. И хорошо перемешаю. Вот так. Медовые орешки высыпаю в тесто. Вот так. Подготовим сковороду, в которой будем выпекать пирог. Хорошенько смажем ее сливочным или растительным маслом. Я в данном случае использую топленое масло. И также для надежности присыпем дно и стенки манной крупой. Если вы не уверены в своей сковороде, также можно дно простелить пергаментной бумагой для выпечки. Тесто перемещаем в сковороду и помогаем ему распределиться равномерно. Затем сковороду ставим на плиту. Если у вас газовая плита и есть рассекатель, то поставьте рассекатель. Включаем самый маленький огонь, накрываем крышкой. Прошло 25 минут, как мой пирог выпекается на самом маленьком огне. Я вижу, что он хорошо подошел, сверху везде пузырьки, он стал матовый, а бока проверяем. Если они румяные, значит пора переворачивать. А прежде чем перевернуть, нужно хорошо пройтись по всем стеночкам и убедиться, что пирог хорошо отходит. Видите?
Так он легко перевернется. Теперь показываю свою кулинарную хитрость. Верх застилаю бумагой для выпечки. Накладываю в большую тарелку и переворачиваю. Пирог помещаю на место. Снова накрываю крышкой и готовлю, пока низ красиво не зарумянится. Еще 10-15 минут и пирог готов. Я надеюсь, что вам понадобится этот рецепт или удобный способ переворачивать пирог на сковороде. Готовьте с удовольствием, а также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик под видео, чтобы вы могли видеть и другие интересные рецепты. Спасибо за то, что ставите лайк под видео и за то, что пишете свое мнение в комментариях. Я желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Мы с вами увидимся, как обычно, в следующем вкусном видео.